Братья, всем привет! Сейчас вашему вниманию будет предоставлен эфир под названием «Идеальный раб системы». Система как машина, которая видит в тебе только инструмент для того, чтобы достичь своих целей, своего видения, где абсолютно не учтено ни твое видение, ни твои мечты, ни твои желания, ни твои цели, ни твое благополучие, благосостояние, ни твоя самореализация, ничего, дружище. Ты просто должен выполнить задачу и уйти с миром. Для того, чтобы, дружище, не стать рабом системы, для того, чтобы стать свободным, первое, что тебе нужно сделать, это понять. Если системе нужны идеальные рабы, кто такой идеальный раб, как он выглядит, чтобы понимать, как выглядит идеальный раб, понять, где, дружище, это прямое соответствие с твоей жизнью, и понять, что тебе нужно изменить, чтобы перестать быть этим идеальным рабом. Мы рассматриваем цели, инструменты и, главное, выход из системы. Полетели, братья. Друзья, итак, номер один. Цели. Какие цели ставит перед собой система по созданию идеального гражданина? Давайте разбираться, друзья. Номер один. Нам нужен стабильный налогоплательщик. У элит была идея. Так, давай сейчас подумаем. Какой нам нужен идеальный гражданин системы? Так, номер один. Средний класс, который пашет, который максимально зашит в систему, который не вырваться, который на крючках, который мы сегодня разберем. Он, друзья, обеспечивает 50 или 80% бюджета страны. Важный человек, друзья, важный человек в рамках системы. Этот средний класс, этот идеальный гражданин. Номер два, друзья, часть этого налога, который ты отправляешь каждый месяц, отправляется в твою пенсию. По идее, да, в твою пенсию, да. Но, конечно же, пенсия это очередная скамина, потому что номер один, если ты даже тебе посчастливится дожить до 80 лет, друзья, максимум, из тех налогов, которые ты отдашь за 40 лет работы, к примеру, ты максимум потратишь 30-40%. Это максимум, что ты сможешь потратить с той средней пенсии, которую ты будешь получать. Дружище, а будь уверен, система заточена, чтобы ты не жил так долго. Братан, зачем? Зачем тебе жить так долго, если после 65 ты на бумаге абсолютно бесполезен, ты пассив, братан. Ты пассив и ты обременение. Поэтому здесь позаботились, братан, чтобы все было в порядке, чтобы ты не доживал слишком долго, не потратил своей пенсии слишком много. И плюс, опять же, да, пенсия, которую ты получаешь, это не то, что ты накопил, сохранил, из твоих счетов тебе отправляют. Короче, пенсия, которую ты отчисляешь сейчас себе на будущее, тратится в этот же момент на поддержание тех, кто уже на пенсии. И поэтому, друзья, это система, которая, так сказать, пирамида, финансовая пирамида. Пенсии получают до тех пор, пока есть люди, которые пашут, чтобы отдавать процент типа себе на пенсию, но на самом деле, чтобы оплачивать пенсии сейчас. И поэтому, пока эти люди есть, система держится, система очень сильно постарается. Она сделает все, что в ее силах, не в твоих интересах, а в ее силах, чтобы продолжала работать и крутиться система. Деньги, которые ты типа отчислял себе на пенсию, чтобы вроде бы было все в порядке, братан, ты не воспользуешься и половиной из этих денег. Скорее всего. Даже если ты будешь получать эти деньги и будешь думать, так, когда есть же, добрался, пенсия начинается, друзья, инфляция. Инфляция сжирает сумасшедшим образом те деньги, которые ты откладывал. И хоть, да, пенсия старается увеличиваться, но она и близко не увеличивается. И поэтому, братан, пенсионеры, почему пенсионеры живут все хуже и хуже от года к году, от десятилетия к десятилетию? Потому что, братан, те деньги, которые они откладывали, когда они начинают получать проценты из этих денег, друзья, стоимость жизни выросла уже в разы, а пенсия выросла только незначительно. И поэтому ты можешь себе позволить на те деньги, которые ты мечтал потратить через 30 лет на пенсии. Сегодня это долбанные гроши, которые способны только волочить жалкое существование. Это то, что ты видишь, друзья, то, что ты слышишь от пенсионеров повсюду. Но системе нужны деньги, братан. Нужно кормить систему, она должна существовать. Все, кто забрался наверх, все элиты должны продолжать, друзья, существовать от этой системы. Должно функционировать, друзья. Войны нужно продолжать вести и так далее. Но сейчас что важно понять? Цель системы номер один – это сделать тебя стабильным налогоплательщиком. Вторая цель – это сделать из тебя послушного потребителя. Братан, ты обязан быть послушным потребителем. Потому что если ты завязан на потребление, если ты вдохновлен потреблять, тратить деньги, тогда, друзья, номер один – ты всегда зависим. Ты всегда зависим. Ибо, дружище, все, ради чего ты используешь деньги, это чтобы потратить их на свое существование. И поэтому, если через месяц у тебя закончатся деньги, братан,
Тебе снова нужна работа, тебе нужно продолжать оставаться в рамках системы. Неважно, насколько она работает против тебя, неважно, насколько тебе хочется что-то изменить, исправить, да, неважно, братан. Тебе нужно быть все время в заточении. Потратил, возвращаемся зарабатывать дерьмо через месяц, платежи подходят, нужно платить, нужно тратить. Поэтому номер один, дружище, должен быть всегда зависим, поэтому должен быть послушным потребителем, который продолжает потреблять и видеть в этом главный смысл своей жизни. Дружище, неважно, сколько тебе дадут денег. Если ты послушный потребитель, эти деньги всегда вернутся обратно системе. Ибо если сколько ты бы денег не дал человеку, который послушным потребителем является, он все эти деньги отнесет обратно тебе. Обратно тебе, братан. В государство, через проценты от налогов, которые ты тратишь, с каждой оплаты с тебя снимаются, братан. Ты отнесешь и в компании, которые заберут у тебя деньги, ибо они являются производителем всего, что ты потребляешь, все, что тебе продала реклама. Ты процент от этого отнесешь в банке, ибо с каждой транзакции банк забирает себе какой-то процент. Самое главное это стабильность. Самое главное стабильно отучиться, школа, универ, прорваться на работу, ибо стабильность это ключ. Не важно, что стабилен ты в рамках системы, где ты актив, где ты просто шестерня, и тебя используют 24/7, братан. 24/7 продавая тебе иллюзию. Иллюзию стабильности, иллюзию заботы. Иллюзия забота. Все сделано для тебя, братан. Ни о чем не переживай. Для тебя заранее обо всем подумали, брат. Все, в школу идешь, ни о чем не переживай. Просто учись, предметы проходи, братан, сдавай. Тестирование, все будет нормально. В универ поступай, ни о чем не переживай. Универ, вот ходи, главное сдавай, получай. Обо всем позаботились, все нормально, братан. Закончил, вот пошел по распределению, ищи, где тебе устроиться, братан, поехали. Будет стабильная работа, будет стабильное отчисление в пенсию, все будет в порядке, ипотеку возьмешь, братан, будешь потреблять, будешь в отпуск ездить раз в год, будет где жить, все будет хорошо, брат, все нормально. Главное, не думай сильно. Продолжай, вот, работа, развлечения, все будет хорошо. Вот, друзья, это главный инструмент. Это иллюзия заботы у тебя. Как будто ты есть цель системы. Братан, но, к сожалению, ты не цель системы. Ты цель системы, то есть твое благополучие и процветание. В том случае, братан, если бы мы жили в идеальном мире. Но мы не живем в идеальном мире, братан. И поэтому ты это инструмент системы. Но ты не думай об этом, братан, все нормально. Иллюзия заботы. И каким образом иллюзия заботы реализовывается в инструментах? Номер один это система образования. Понятно. Школа. В школе тебя учат быть послушным, выполнять задачи, выполнять то, что говорят, не развивать особое мышление, учи. Растят из тебя исполнителя. Далее универ. И далее поехали, братан. Куда ты там успел, куда тебе пришло в голову пойти учиться в универ? Вот сюда пошел? Хорошо, иди дальше. Иди работай, братан, поехали. Второй инструмент системы это отсутствие финансовой грамотности. Ибо, друзья, в школьной программе по какой-то причине нет финансовой грамотности. Подождите секундочку. А не ради денег ли я все это буду делать? В школе учусь, в универ иду, поднимаю свою ценность. Ради чего? Ради того, чтобы зарабатывать деньги. Хорошей было бы идеей научить меня, что такое деньги, как ими управлять, что с ними делать, когда их получаю, как их приумножать. Не хорошей ли это было бы идеей вместо какого-то булщит очередного бесполезного предмета? Поставить финансовую грамотность. Не, братан, это плохая идея. Зачем? Зачем? Ты же поймешь суть. Ты начнешь думать, ты начнешь видеть, где здесь камина, где здесь большая пирамида, как тебе нужно действовать. Туда не неси деньги, а сюда неси. Потреблять не надо, нужно инвестировать в активы, чтобы стать свободным. Зачем тебе все это, братан? Тебе это не надо. Лучше вот тебе, братан, геометрия, биография, биология. ОБЖ, поехали, что там, социология, братан, это все тебе надо, это все тебе надо. Главное, не думай о деньгах. Медиа и новости, братан, ибо нужно ж тебе подселить, о чем думать, в какую сторону думать, о чем размышлять. Чтобы ты понимал, ты живешь в лучшем месте, братан. Лучшее место. Все в порядке. Вот смотри, об этом тебе сейчас надо думать. Это вам сейчас надо всем обсуждать. Это сейчас самое главное. Эффект того, что вы влияете на все, братья. Вот посмотрите, вот смотри, внимательно. Разбирайся во всем этом. Погружайся поглубже, ибо ты ж так сильно на все это влияешь. А когда устал там, братан, когда там уже ничего посмотреть, ну чем заняться? Развлечение и комфорт, конечно же. Это главное развлечение. Хлеба и зрелищ, братан. Хлеба и зрелищ. Развлечение и комфорт.
Отдыхай, смотри, играй, скроль. Это же главная награда. Это главная награда. Удовольствие это главная награда, дружище. Не забывай. И даже если ты спустя 10, 20, 30 лет осознаешь, что ты в жопе, братан, ой-ой-ой, тебе будет выбраться очень нелегко. Инфляция, кредиты, долги, проценты. А как тебе оторваться, братан? У тебя же работа, ты не можешь ее бросить, братан. И вот и приехали, братан. Нельзя следовать массовым идеям, массовому мнению. Нельзя следовать всему этому. Нужно понять суть, разбить иллюзию и создать план, каким образом ты станешь свободным. И вот, друзья, этот план. Давайте его разберем. Первый главный предмет, который тебе нужно поставить сейчас на горизонт, это вкачать свою финансовую грамотность. Что ты можешь сделать уже сейчас? Все просто, друзья. Это найти 5 лучших книг. Где ты будешь это гуглить, друзья, в любом поисковике, в любом приложении книг. Это 5 лучших книг по отзывам, по количеству отзывов, количеству скачиваний и так далее. На финансовую тему, на тему финансовой грамотности. И уничтожь их, брат. Прочитай их, выпиши все уроки и убедись, что эти уроки ты начнешь применять в своей жизни. Читай все статьи, посмотри все видео, которые найдешь. Стань, братан, стань очень заинтересованным в том, чтобы вкачать свою финансовую грамотность, понять, что такое деньги, как они работают, внедрить прямо в систему. Я бы поставил себе 1-2 часа каждый день, когда ты разбираешься в финансовой грамотности. Ибо, друзья, рано, так или иначе, ты пытаешься заработать, ты пытаешься придумать, как там прокачать свои навыки, скиллы, поднять свою ценность, прокачать свою дисциплину, запустить бизнес-проект, получить эту специальность, чтобы прорваться на эту работу, чтобы зарабатывать деньги. Имеет смысл, прежде чем ты получишь доллар, либо прежде чем ты получишь следующий доллар, знать, каким образом лучше всего им распорядиться. Имеет огромный смысл, друзья. Именно поэтому это первое, что я предлагаю, друзья, сегодня. Образ идеального гражданина начинает рушиться очень сильно, как только у тебя появляется финансовая грамотность. Дерьмо, ты видишь все насквозь. Номер 2. Это активы вместо потребления. Твой фокус становится, дружище, активы вместо потребления. Ты выходишь из ловушки послушного потребителя, где реклама и навязыванием этой модой, этими вещами, которые изнашиваются моментально, тебе все это навязывают, братан, покупай, 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 покупай. И тем самым ты становишься тем человеком, который свои деньги через 30 дней отдает их все обратно в систему. Добрый день, по новой. Фигачишь как раб, братан, до конца дней. Нет, братан, тебе нужно начать разбираться, что такое активы вместо пассивов. Каким образом активы вместо потребления мне начать создавать в моей жизни. Что такое активы, как они работают, и отчасти ты все это начнешь узнавать, когда ты начнешь вкачивать в себя, что бешеный, в финансовой грамотности. Есть, друзья. Супер важно. Активы вместо потребления. Это то есть следующий акцент. Окей, мне нужно разобраться в этой теме. Что такое активы, что такое пассивы, что такое потребление. Ага, стоп, дерьмо. И потом, благодаря этому, ты перепрошиваешь свое мышление. И вот, друзья, система твоей жизни, система действий, которую ты создаешь через создание идеального дня, видение, план, идеальный день. Это то, где, друзья, тебе нужно вкачать бешеную дисциплину. Ибо когда ты действуешь дисциплинированно в рамках системы, которую ты сам создал для своей жизни, где зашиты твои цели, как ты хочешь жить, какую свободу ты видишь для своей жизни, какой формат жизни ты видишь для своей семьи, сколько денег ты хочешь иметь, каким образом ты их будешь иметь, друзья. Когда ты живешь дисциплинированно в рамках системы, ты автоматом перестаешь быть рабом. Ибо ты становишься ультиматely свободным. Свободным не жить на основе ощущений сегодня. Поэтому, друзья, я желаю всем сегодня поставить за цель стать свободным. Всем успехов. Полетели.